Привет, друзья! Не знаю, как вы, а я лично безумно заскучал за теплой, пушистой, информативной компанией самого величественного и неповторимого репортера Линерии Овечки и за его вот этими, знаете, душещипательными, действительно познавательными историями и публикациями. Сегодня, друзья, вот одна из таких встреч, и Овечка поведает нам историю действительно двух легендарных борцов за справедливость и свободу, мир и против любой нечисти и зла. И это, друзья, будут Анагра и таинственный маг Териан. Приветствую вас еще раз, генерал. Это ваш любимый овечий репортер, который приносит последние новости Альянса. Давайте же мы с вами продолжим знакомиться с нашими величественными воителями. Сегодня я беру интервью ни у кого иного, как у Чима и Чури, кузнецов-гоблинов, да-да, управляющих известнейшей военной машиной под названием Анагра. Я точно знаю, где их найти, в самом сердце лагеря темной армии, среди лязга металла и грохота машин. Заметив мое приближение, два гоблина-мастера прекратили свою работу, чтобы поприветствовать меня. «Спасибо, что согласились на мое интервью», – радостно возгласил Овечка, на что Чури ответил: «Пристегнись, сейчас будет максимально интересно». Я указал на внушительную фигуру Анагра, возвышающуюся прямо за палатками. «Итак, расскажите мне, что именно вдохновило вас на создание этого гигантского мехи? Как вы до этого вообще додумались?» На что Чим ответил: «Ну, видишь ли, Овечка, все началось с небольшого безумия гоблинов в целой куче украденных гномьих безделушечек и технологий». Чури, кивая с энтузиазмом: да, точно. Мы смешивали и перемешивали всю ночь и день, пока не получили этого вот великого меху Анагра, совершенную военную машину. Хочешь, кстати, экскурсию по этому вот брутальному мехе? Чури провел Овечке экскурсию, показал тяжелый арсенал на борту внушительной деревянного и металлической боевой машины, а Чим следовал за Овечкой по пятам и вглядывался с таким максимально гордым взглядом. «Кстати, знаешь, у нас есть бомбы, есть мины, есть ракеты, у нас даже, прикинь, целый гоблинский дирижабль для прикрытия. Все необходимое для того, чтобы сделать Анагра самой крутейшей военной машиной вообще любого гоблина, гуляющего по этой земле». Это, кстати, возгласил вот так вот гордо и воинственно Чури. На что Овечка ответил: «Ну, это, конечно, действительно звучит поистине впечатляюще. Но я на самом деле должен спросить, а как вы вообще придумали название Анагра?» Здесь уже вышел на первый план Чим. Хочешь верь, хочешь нет, но словосочетание, буквенное сочетание «она» на языке гоблинов означает «большой», а «гро» — это от гоблинского слова «грот», означает «гоблин». Вот и получился название совместное «большой гоблин». Вот так вот просто Чури дополнил. Или можно просто сказать, что это на самом деле действительно звучало круто, страшно и поистине воинственно. Ну, то бишь, соответствует нашему уровню и стилю жизни. На что Овечка ответил: «Понятно, это ты прав, действительно страшно. Но почему вы двое должны управлять этой машиной? Разве один не сможет справиться?» На что Чим ответил: «Я пилот. Моя задача — маневрировать на полном газу на поле боя». Чури продолжил: «Самое интересное — это моя часть работы. Я посылаю наши бомбы, мины и ракеты в сторону наших врагов, словно рой разъяренных пчел». Чури был так взволнован, что не мог остановиться.
Я всегда стараюсь добавлять новое оружие и гаджеты в наш арсенал. Например, на прошлой неделе мне пришла в голову просто гениальнейшая, потрясающая идея с огнеметом. Хотя Чим на самом деле не был в этом уверен и не был этому рад. Чим в этот момент, закатив глаза, ответил: да потому что в последний раз, когда мы пробовали твою потрясающую, воистине величественную идею, мы чуть не взорвали всю нашу меху. Помнишь это, Чури? Чури отмахнулся от него рукой с пренебрежительной ухмылкой и как бы ответив на такие возгласы: что же мне вот вспомнил, нашел, что вспомнил, эти подробности, кому они вообще нужны? Овечка поблагодарил великих поистине гоблинов Чима и Чури за прекрасную компанию и уделенное ему время, и, смеясь над их вот такими вот зелеными выходками, отправился в другие места. Когда он оглядел различные виды вооружения и гаджетов Анагра, он понял, сколько мыслей, изобретательности вложила эта пара гоблинов в каждый аспект этого действительно поистине механического чуда. И видеть, как они катятся в идеальной синхронизации, это было поистине величественное и удивительное зрелище. Не знаю, как вам, друзья, но мне на самом деле вот перс Анагра понравился. Довольно действительно классная такая меха, замечательный симбиоз двух гоблинов. А самое интересное, это такая небольшая отсылочка и ностальгическая воспоминательная составляющая игры Kingdom Rush Frontiers. Там также башня боевой меха. Ну, прикольно, реально прикольно. Следующий герой и следующее знакомство на самом деле полно магических аспектов и некоторых тайн. И я думаю, что это знакомство также вам будет интересно. Добро пожаловать, генерал, на сегодняшнее интервью с великим бойцом Альянса. Признаюсь, я немножечко обеспокоен этим, потому что маг пустоты Териан столько же могущественна, сколько и жутка. Одно ее присутствие тревожит. Она почти ни с кем не разговаривала в лагере Альянса, а шепот о ней был просто ужасающим. Ее знания о пустоте и измерении Смотрителя имеют на самом деле решающее значение для успеха Альянса в борьбе с этим злом. Так что давайте познакомимся с загадочным героем, который действительно в какой-то момент спас всех нас. Привет, Териан! У нас наконец-то появился шанс с тобой побеседовать. Ты смотришь на простые тени, когда сама пустота находится прямо за тобой, ответила Териан. Овечка обернулся и, пораженный, просто увидел позади себя настоящую Териан, которая смотрела на него сверху вниз, понимающим фиолетовым светящимся взглядом. Я знал, что не должен терять времени. Овечка начал свое интервью. Что привело тебя на этот действительно путь пустомагии? На что Териан ответил: пока мой брат проник в культ в качестве шпиона, я стремилась понять тьму, с которой нам предстоит столкнуться. Я знал, что нам нужно будет докопаться до источника силы культа, если мы когда-нибудь все же надеялись и собирались его уничтожить. Итак, ты принял пустоту, чтобы бороться с ней? Спросил Овечка, на что Териан ответила: воистину, пустота хранит непостижимые знания, но она испытывает тебя. Большинство тех, кто пытался столкнуться с ней, сходят с ума, когда пустота смотрит в ответ. Но я научилась обуздать эту силу. С каждым уроком я становилась все ближе к столкновению с нашим великим врагом. «Что ты будешь делать теперь, когда Смотритель побежден?» – спросил Овечка, на что Териан ответил: теперь, когда на самом деле угрозы больше нет, я все же продолжу улучшать свои навыки и умения, защищаясь от любых будущих угроз, которые могут возникнуть в этом неспокойном времени. Небо – это не предел, Овечка, поэтому смотри и помни об этом.
интервью окончено. Когда твой союзник действительно маг пустоты, тебе приходится всегда быть начеку. Но хватит о темном и таинственном, ведь победа это не означает, что необходимо останавливаться на достигнутом. Всегда стоит развиваться и смотреть только вперед. Друзья, вот такое вот интересное на самом деле беседа и компания вышла у меня с овечкой. На самом деле поистине величественные истории о боевом мехе и таинственном маге мне на самом деле понравилось. Думаю, и вам было интересно узнать всю вот такую вот внутреннюю историю этих замечательных персов. Если вам было интересно, поставьте лайкосик, подпишитесь на канал и напишите мне в комментариях, как вы относитесь к этим героям. Берегите себя, да пребудет с вами сила, па-па.